Сегодня мы расскажем вам об одной стране. У нее нет ни нефти, ни газа, ни алмазов. Нет ни одного завода, который можно было бы назвать крупным. Нет плодородных полей, потому что поля здесь негде разместить. Зато грамотность 100%, безработица 2,5%, образование обязательное и бесплатное. Медицина тоже бесплатная для всех, кто работает. Армии здесь не было никогда. Министерство обороны тоже. За последнюю 1000 лет в стране не случилось ни одного серьезного военного столкновения. Преступность – 154 случая на 100 тысяч жителей, одна из самых низких на планете. Адвокаты здесь запрещены. Профессия тюремщика вымерла сама собой, за ненадобностью. Аэропорта нет, железной дороги нет. Всего 200 километров асфальтированных дорог, и это вся транспортная система целого государства. Почта бесплатная для всех. Средняя продолжительность жизни 83 года. По этому показателю страна уступает только Японии. 300 солнечных дней в году, чистейший горный воздух и тот самый холодный, но щедрый на солнце климат, который врачи считают почти идеальным для человеческого организма. Страна не печатает собственных денег, но при этом сделки на ее территории можно заключать в любой валюте мира, потому что валютного контроля здесь попросту не существует. Маленький ресторан в центре спокойно примет у вас доллары, евро, карту любой платежной системы и даже дорожный чек, и никто не поднимет бровь. Каждый год сюда приезжает больше 10 миллионов туристов, при населении 80 тысяч человек. По количеству туристов на душу населения страна уступает только Ватикану. Вся ее территория 468 квадратных километров. Она зажата между двумя соседями, чьи размеры больше в 1000 раз. Это Андорра. С первого раза найти ее на карте непросто. Крошечное пятнышко, притаившееся между огромной Испанией и огромной Францией. Его легко принять за точку на границе, за ошибку картографа, за тень от горного хребта. Но это целое государство, со своей историей, своим парламентом, своими законами и своим очень особенным способом жить. Но откуда она вообще взялась? У большинства государств в основании лежит какая-нибудь громкая история. Победоносная война, великий завоеватель, революция, провозглашение независимости на площади. У Андорры ничего подобного. В местной традиции рождение страны связывают с Карлом Великим. Согласно легенде, в 805 году великий император даровал андорцам независимость, в благодарность за помощь в борьбе с маврами. Историки к этому сюжету относятся осторожно, слишком красиво, слишком удобно, слишком похоже на миф. Но для национальной памяти эта версия работает безотказно уже больше 1000 лет. Иногда народу нужен не факт, а красивая история, и андорцы свою историю выбрали сами. А вот реальное рождение Андорры как государства – это совсем другой сюжет. И он, пожалуй, даже интереснее легенды. В 13 веке за контроль над этим горным клочком земли спорили два могущественных соседа – епископ Урхельский из Испании и граф де Фуа из Франции. Оба считали территорию своей, оба были готовы сражаться. Но вместо войны они сделали нечто невероятное для средневековой Европы – сели и договорились. В 1278 и 1288 годах были подписаны так называемые «париатгес» – соглашения о совместном суверенитете. Два властителя-конкурента разделили власть над Андоррой пополам. Не один победитель, а два соправителя. Не война, а юридический компромисс. И что поразительно, эта конструкция работает до сих пор. Сегодня формальными главами Андорры являются президент Франции и епископ Урхельский. Два человека, которые даже не живут в стране, ее официальные князья. Президент Франции наследует этот титул автоматически, вместе с должностью, и большинство французских президентов, кажется, узнают об этом уже постфактум. Епископ из Испании получает свой статус по церковной линии. Оба правителя получают от Андорры символическую дань, ее размер не менялся столетиями. Для современного мира это почти музейный экспонат. Политический механизм, который по всем законам логики должен был рассыпаться еще в средние века, но он дожил до 21 столетия. И не просто дожил, а вполне устраивает всех участников. Но самое удивительное даже не это. Андорру часто называют последней феодальной системой Европы, и это буквальное описание.
Конституцию страна приняла только в 1993 году. В том же году вступила в Организацию Объединенных Наций, в Совет Европы годом позже. Страна, которая жила по средневековым правилам до того момента, когда вы, возможно, уже ходили в школу, и при этом умудрилась стать одной из самых благополучных в Европе. Как такое возможно? Страна, собранная из гор. Чтобы понять Андорру, нужно сначала понять ее географию, потому что география здесь главный персонаж. Средняя высота всей страны 1996 метров над уровнем моря. Андорра не стоит у гор и не окружена горами. Она находится внутри горной системы. Она из гор и состоит. Столица Андорра-ла-Велья расположена на высоте 1023 метра. Это самая высокогорная столица Европы. Их главный город по высоте уже сам по себе – горный курорт. А теперь обратите внимание на другую цифру. Самая низкая точка Андорры – 838 метров, у реки Рунер на границе с Испанией. То есть даже низина Андорры лежит выше, чем большинство европейских городов. Здесь просто нет ничего низкого. Страна начинается там, где у других стран уже заканчиваются горы. Высшая точка – пик Кома-Педроса – 2943 метра. По всей территории разбросаны 80 горных вершин, и многие из них поднимаются выше 2000 метров. Для крошечного клочка суши это вполне альпийский характер. Андорра выглядит как карлик на карте, но по рельефу она – великан. При этом застроено лишь около 1,5% территории. Все остальное – склоны, леса, долины, реки и озера. Официальная статистика говорит, что урбанизировано около 8%. Для Европы, где пространство обычно давно нарезано дорогами, линиями электропередач и торговыми центрами, это выглядит как исключение из правил. И еще одна деталь, которая удивляет. Андорра невероятно водная для горной страны. Более 70 озер ледникового происхождения, рассыпанных по горным долинам. Это не просто склоны и скалы, это живой высокогорный ландшафт, который формировался тысячелетиями и почти не тронут человеком. 300 солнечных дней в году. Холодный, но сухой и прозрачный воздух. Врачи считают такой климат одним из лучших в Европе для здоровья, и цифры это подтверждают. 83 года средней продолжительности жизни – это не случайность. Это результат того, что природа здесь работает на человека, а человек пока еще не работает против природы. Карманная демократия. Кажется, что такое место должно быть просто красивым курортом. Горы, воздух, озера, приезжай и отдыхай. Но внутри этих гор спрятана одна из самых необычных политических конструкций в мире. Мы уже упоминали двух соправителей – президента Франции и испанского епископа. Но реальная власть в Андорре принадлежит парламенту. Он называется Генеральный совет долин, и в нем заседают 28 депутатов. 28 на всю страну. Это практически карманная версия полноценного европейского парламентаризма. Но не стоит обманываться масштабом, система работает и работает давно. Парламентская традиция Андорры начинается в 1419 году, когда был создан Консель де ля Терра – Совет Земли. Чтобы вы понимали, в 1419 году Жанна д'Арк еще не родилась, Колумб не открыл Америку, а Московское княжество только начинало собирать вокруг себя русские земли. А в маленькой горной Андорре уже заседал парламент. И вот еще деталь, которая многое говорит о характере этой страны. Парламент больше 300 лет работал в одном и том же здании – Каса де ля Валь, каменный дом, построенный в XVI веке, служил резиденцией Генерального совета с 1702 по 2011 год. За эти 3 века у других стран успели смениться империи, революции и конституции, а в Андорре депутаты продолжали собираться в том же самом доме, как старинная семья, которая не меняет адрес. Конституцию, как мы уже говорили, приняли только в 93-м. Женщины получили право голоса в 1970-м. Для Европы это почти вчера. Полное политическое равноправие оформлялось уже во второй половине 20 века. Административная карта тоже складывалась буквально на наших глазах. Андорра разделена на 7 приходов паришей, старых территориальных общин со своим самоуправлением.
Но седьмой из них, Эскаль де Сен-Гардань, появился лишь в 1978 году. Получается, что страна древняя с тысячелетней историей, а ее карта окончательно сложилась уже при жизни поколения, которое слушало диско. Андорра не входит в Европейский Союз. За ее внешнюю безопасность отвечают Испания и Франция. У нее нет армии и нет потребности в ней. Полиции вполне достаточно, чтобы справляться с редкими конфликтами между жителями или подвыпившими туристами. Страна без армии, без полноценного денежного суверенитета, с конституцией моложе, чем многие из вас. И при этом ВВП $50 тысяч на человека. Но как? Откуда деньги? Давайте разбираться. Горный duty-free. Если посмотреть на Андорру глазами экономиста, первая реакция – недоумение. Здесь нет ничего, из чего обычно строится богатство. Нет нефти, нет газа, нет алмазов и редких металлов. Запасы железной руды, которые когда-то кормили примитивную металлургию, истощились еще в прошлом веке. Промышленности в привычном понимании нет. Есть горстка мелких предприятий, которые не играют в экономике заметной роли. Единственное, что Андорра производит в серьезных масштабах – электроэнергию. По горным рекам разбросаны небольшие электростанции, самая крупная из которых выдает 26,5 мегаватт. Часть энергии даже экспортируется в Каталонию. Но это, конечно, не тот ресурс, на котором строят империи. Так на чем же стоит андоррская экономика? Ответ прост и при этом невероятен. На отсутствие. На отсутствии пошлин, на отсутствии большинства налогов, на отсутствии барьеров. Андорра является зоной беспошлинной торговли. Это значит, что товары здесь стоят на 25-40% дешевле, чем в соседних Испании и Франции. Те же бренды, те же марки, та же косметика, та же электроника, но по ценам, которые заставляют людей садиться в машину и ехать через перевал. И люди едут. Миллионами. Большинство иностранцев приезжает в Андорру на один день. Из Барселоны, из Тулузы, из городов по обе стороны Пиренеев, чтобы сделать покупки и вернуться. Новый район столицы, по свидетельству побывавших, больше похож на один огромный дьюти-фри магазин, чем на жилой квартал. А шоппинг-зона страны закрывается всего 4 дня в году – 1 января, 14 марта, 8 сентября и 25 декабря. Все остальные 361 день – добро пожаловать. Но торговля – только верхний слой. Глубже лежит банковский сектор. Экономическая система Андорры фактически построена на принципах либертарианства. Минимум налогов, минимум регулирования, максимум свободы для капитала. Это превратило страну в европейский налоговый оазис. Приезжих, а среди них немало бывших граждан Советского Союза, привлекают низкие ставки и высокая надежность банков. О масштабе русскоязычного присутствия говорит простой факт. Специалисты, говорящие по-русски, есть в каждом андоррском банке. И отдельная история – валюта. Андорра официально не входит в зону евро, но на своей территории используют именно евро. Собственных денег у нее нет и никогда не было. Можно сказать, что страна вошла в еврозону явочным порядком. Просто начала пользоваться чужой валютой, не спрашивая разрешения и не проводя переговоров. После соглашения с Евросоюзом в 2011 году Андорра получила право чеканить собственные евромонеты с национальным дизайном и ограниченным тиражом. Но банкноты ей печатать нельзя. И самое любопытное, физически эти андоррские монеты чеканят не в Андорре, а на монетных дворах Франции и Испании. Получается почти философская конструкция. Твои деньги вроде бы есть, на них даже стоит твой герб, но делают их соседи, и полного денежного суверенитета у тебя все равно нет. При этом на территории Андорры сделки можно заключать вообще в любой валюте. Валютного контроля не существует. Небольшой магазин на центральной улице без вопросов примет у вас доллары. Ресторан тоже. Кредитные карты всех ведущих систем работают повсеместно. Для крошечного горного государства это звучит как финансовая утопия, но именно так здесь устроена повседневная жизнь. Есть и еще одна деталь, которая уходит корнями в глубокое прошлое. Земля, пастбища, леса и недра в Андорре не частная собственность. Они принадлежат государству или общинам и распределяются между жителями по правилам, которые не менялись со Средневековья. Прибыли от продажи мяса и аптекарских товаров по-прежнему поступают в казну княжества. Андорра нашла способ совместить средневековую общинную логику с современным налоговым раем.
И это, пожалуй, одно из самых удивительных сочетаний в мировой экономике. 10 миллионов гостей. Главная статья дохода Андорры – это не банки и не магазины, это люди. Туризм дает стране 80% валового внутреннего продукта. 80%. Для наглядности, в большинстве развитых стран доля туризма в ВВП колеблется от 3 до 10%. Андорра живет туризмом в том же смысле, в каком рыба живет водой. Без него все просто перестанет работать. Больше 10 миллионов туристов ежегодно. При населении 80 тысяч человек. Это значит, что на каждого жителя Андорры приходится больше 120 туристов в год. По этому показателю страна уступает только Ватикану, но Ватикан, справедливости ради, скорее музей, чем государство. Зимой Андорра превращается в горнолыжную столицу Пиренеев. Сезон длится с начала декабря по середину апреля. Гранд-Валира, главный курортный комплекс, предлагает 308 километров трасс. И это крупнейшая и самая современная зона катания во всем Пиренейском регионе. Для страны, которая целиком помещается на карте в кончик карандаша, масштаб абсурдно непропорциональный. И еще один штрих. В Андорре работает единственный в Южной Европе курорт сразу с 3 сноупарками, один из которых открыт по вечерам. Это уже не пара склонов для туристов, это полноценная снежная инфраструктура, построенная с дотошностью и амбицией, которую не ожидаешь от микрогосударства. Летом сюда едут за другим, за горными ландшафтами, за пешими маршрутами, за средневековыми памятниками. В одной только столице 40 гостиниц и столько же спа-салонов. И среди них Кальдеа, крупнейший термальный спа-комплекс Юга Европы. Его башня высотой 80 метров – самое высокое строение в стране. Для государства без выхода к морю и без больших равнин это очень характерный рекорд. Ни порт, ни завод, ни небоскреб, а термальный центр. Главная высотка страны – место, где люди отдыхают. И все это при полном отсутствии аэропорта и железной дороги. Добраться в Андорру можно только на автомобиле. Первая дорога, соединившая страну с Испанией, была построена в 1911 году, с Францией только в 1933. До этого Андорра была практически отрезана от мира. И тем не менее, 10 миллионов человек в год находят дорогу в это место. На машинах, через перевалы, по серпантинам. Потому что хотят. Горная изоляция, которая столетиями держала Андорру в нищете, парадоксально подтолкнула и другое развитие. Необходимость обслуживать туристов на расстоянии и обеспечивать дистанционный банкинг привела к тому, что телекоммуникации здесь развиты невероятно хорошо. Уже к концу 2010 года каждый дом в стране имел оптоволоконное подключение к интернету с минимальной скоростью 100 мегабит в секунду. Каждый дом в горной деревне. Многие европейские мегаполисы в то время могли только мечтать о таком покрытии. Музей под открытым небом. За этим фасадом горного дьюти-фри скрывается культурная глубина, которая удивляет даже тех, кто думал, что уже все знает. Начнем с языка. Андорра – единственное суверенное государство в мире, где каталанский язык является единственным официальным. Не испанский, не французский, а именно каталанский. Для языка, который обычно делит официальный статус с другими и ведет вечную борьбу за признание, это уникальный случай мирового масштаба. При этом на практике жители Андорры трехязычны – каталанский, испанский, французский. Все 3 языка используются в повседневной жизни. И это не роскошь, а необходимость, почти суперспособность выживания. Теперь о камне. По всей территории Андорры, по всем 7 приходам разбросаны более 40 романских церквей и часовен. Для такой маленькой территории это невероятная плотность. Едешь несколько километров по горной дороге и снова средневековый храм из серого камня, вросший в склон так, будто он всегда был частью горы. Есть здесь и объект всемирного наследия ЮНЕСКО – долина Мадриу-Пирафита-Кларор. Она занимает больше 9% территории всей страны. Это гигантская доля, почти 10-я часть страны под охраной мирового наследия. ЮНЕСКО ценит эту долину не только за красоту. Главное, в ней сохранился древний общинный способ управления землей, который тянется из 13 века. Живой кусок старой пиренейской модели жизни, который можно увидеть и потрогать. Также в списке нематериального наследия у Андорры есть огненные праздники летнего солнцестояния – Фалес. Представьте,
Ночь, горы, и по склонам спускаются люди с горящими факелами. Участники раскручивают огненные шары, и весь склон превращается в живой поток огня. Есть здесь еще и трансгуманция, сезонный перегон скота по горным пастбищам, пиренейские медвежьи праздники и искусство сухой каменной кладки. Это просто запредельная культурная плотность для такой маленькой страны. Главный праздник страны отмечается 8 сентября, и это не День независимости, не годовщина победы в войне, а религиозный праздник. Старая святыня Меричель сгорела в 1972 году, но рядом построили новый комплекс. Символ пережил уничтожение и родился заново, как, в общем-то, и сама Андорра. И, наконец, деталь, которая разбивает стереотипы окончательно. В Андорре возрождено высокогорное виноделие. Местные вина получают международные награды. А это совершенно неожиданный поворот. Люди. Население Андорры примерно поровну коренные жители и иммигранты. Соотношение 50/50. Но это не случайность. В 60-х годах 20 века, когда экономический бум потребовал рабочих рук, в Андорру хлынула волна эмиграции из Испании и в меньшей степени из Португалии. Поток был настолько мощным, что приезжие в итоге превысили число местных жителей. Страна веками была закрытой горной общиной, за одно поколение стала наполовину иностранной. Но при этом никакого хаоса. Образование обязательное и бесплатное, грамотность 100%. Медицина бесплатная для всех работающих и членов их семей. Система работает. Андорцы – люди немногословные, не любят выделяться, даже цветом одежды. Дома здесь не броские, сливающиеся с каменными ландшафтами. Улицы не блещут яркой рекламой и оживают только к вечеру, когда из магазинов и ресторанов начинает доноситься теплый свет. Здесь нет показной роскоши, нет крикливости, нет желания произвести впечатление. Зато есть главное – спокойствие. Тихая, основательная уверенность людей, которые знают, что живут хорошо и не считают нужным об этом кричать. Преступность – 154 случая на 100 тысяч жителей, одна из самых низких в мире. Полиции вполне достаточно для всех нужд. Адвокаты и их деятельность запрещены. Профессия тюремщика вымерла за ненадобностью. Согласитесь, это звучит как утопия, но в Андорре это просто обыденность. Из нищеты в рай. А теперь давайте вернемся назад и посмотрим, откуда все это взялось. Ведь история Андорры – это не история вечного процветания. Это скорее история невероятного разворота. С 1278 года и на протяжении многих столетий Андорра была закрытой, нищей, забытой богом и соседями горной страной. Жители кормились скромным земледелием, пасли скот на общинных пастбищах и занимались контрабандой через Пиренейские перевалы. Контрабанда, собственно, и была главным бизнесом. Не самая героическая страница, но вполне честная. Когда ты живешь на границе двух больших стран и у тебя нет вообще ничего, ты вынужден выживать. Все изменилось в 60-х годах 20 века. Мир переживал холодную войну. Великие державы накапливали ядерные арсеналы, а крошечная Андорра тратила на оружие $4.90 в год. Не миллионы и не тысячи, а всего $4.90 на всю страну. Американские хиппи, уставшие от милитаризма, обратили на это внимание и высоко оценили давнюю традицию мира, нейтралитета и демилитаризации маленького Пиренейского княжества. Но куда важнее, Андорра начала строить горнолыжную инфраструктуру. Статус налоговой гавани стал привлекать капитал. Торговля без пошлин потянула за собой шопинг-туризм. Потребность в рабочей силе – массовую иммиграцию. Иностранные капиталовложения – строительный бум. Строительный бум – рост цен на землю. За одно поколение Андорра прошла путь от средневековой деревни до современного процветающего государства. Без революций и потрясений, без чьей-либо помощи, если не считать туристов, которые просто приезжали тратить деньги. Что мы видим сейчас? ВВП – $50 тысяч на человека. Уровень жизни выше, чем в соседней Испании, у которой когда-то были колонии по всему миру. Горная страна без единого серьезного природного ресурса обогнала бывшую империю, над которой когда-то не заходило солнце. На старте у Андорры не было никаких резервов, разворовывать и терять было попросту нечего.
Может быть, именно в этом и секрет? А теперь просто задумайтесь, давайте попробуем составить общее представление. Горная страна размером с небольшой район, без нефти, без газа, без армии, без аэропорта, с конституцией моложе, чем многие из нас, с парламентом из 28 человек и 2 князьями, которые даже не живут в стране. И при этом одна из самых безопасных, самых здоровых, самых благополучных стран Европы. Место, откуда не хочется уезжать. Место, куда приезжают 10 миллионов человек в год, хотя до него невозможно долететь на самолете. Страна, которая родилась не из войны, а из компромисса, которая 7 веков жила по средневековым правилам и ничего пережила, которая не пыталась стать великой, а просто нашла свой способ жить и жить прекрасно. А может быть, все дело в самих людях, в культуре, в традициях, в умении договариваться вместо того, чтобы воевать, в привычке не выделяться, не кричать, не требовать, а просто делать свое дело в своих горах. Андорра ни на что не претендует, она не спасает мир и никого не учит жизни. Она просто стоит в своих Пиренеях между 2 гигантами, маленькая, тихая, незаметная, и живет при этом лучше большинства из стран. Вот такой получился рассказ об этой поистине прекрасной стране. Если вам понравилось, поддержите лайком и комментарием, ведь это лучшая награда для авторов. Всего вам наилучшего и до новых встреч!